Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня тема очень важная, как всегда, агрогороскоп, посвященный поливам. Но есть несколько сообщений, которые очень интересны на эту тему. Выбрала сегодня Татьянина сообщение и хочу несколько строчек прочитать. Это важно для тех, кто только начинает, а новичков у нас очень много. Вот эти строчки. Много лет выращивала комнатные цветы на подоконнике и в лоджии, на балконе. Поливала, как хотелось. Но мне так казалось, что цветочкам надо вода. И всегда в какие-то периоды растения начинали менять цвет листьев, чахнуть и тяжело умирать. Я их, конечно, выбрасывала. Спасибо, что год назад случайно узнала от подруги, что есть гнилые так называемые дни для полива. И эти дни есть в специальных календарях, которые есть на канале Раисы Греченко. Она тогда поделилась адресом этого канала. Сначала внутри я сопротивлялась, что в определенные дни нельзя поливать, но решила все-таки попробовать. Столько лет выбрасывала столько растений. За год, который прошел уже, мои цветы все живы и здоровы. И у гипеаструмов перестали гнить луковицы, и не надо теперь химичить эти луковицы и дышать этой отравой в комнате. Вот такие строчки, я часть взяла, не все сообщение, но думаю, это как раз ответ на вопросы тех, кто еще думает, поливать или не поливать, когда захочу. Татьяна, благодарю вас за откровенный рассказ. Хочу сказать, что эта тема актуальна не только для комнатных цветов, но и для всех растений. И сегодня мы вам предлагаем очередной календарь агрогороскоп поливов растений, всех растений на сентябрь 2021 года, который подходит абсолютно для растений в разных странах и в разных регионах в любое время года. Итак, у нас агрогороскоп поливов растений в сентябре 2021 года. Время московское. Начинается 1 сентября в неблагоприятное время для поливов. Но это будет у нас с 0 часов и длится до утра, до 5-6 часов, потому что в 8 часов 27 минут Луна перейдет в знак Рак. Так что если вы там утром хотите, допустим, в 7 часов хоть немножко полить растения, этот вариант подходит, потому что следующий знак очень хороший для поливов. Это суперполивы. Это знак стихии воды. И можно поливать растения первого после 8 часов, второго все 24 часа и третьего до 18 часов. Следующий знак у нас будет нейтральный. Это знак стихии огня. Дело в том, что в знаке стихии огня происходят особые процессы в растении, в которых не участвует вода. Поэтому в это время, уже вечером 3 сентября, 4 сентября и 5 сентября, все 24 часа, здесь нейтральный полив. Если вы уж очень хотите полить, полейте немножко. Но вы сами увидите, что земля, попробуйте, земля какая-то как пластилин в это время. Она просто-напросто не воспринимает нормально воду, потому что в этот период происходят другие очень загадочные процессы и в самой земле, в самой почве, и с растениями. Поэтому я всегда пишу, что вот лев, другие знаки зодиака, которые относятся к стихии огня, они нейтральны для полива. Зато уже, вот смотрите, здесь перерыв, достаточно было хорошо полить в Раке, теперь очень хороший период наступает, когда Луна находится в знаках Земли. Знак Земли – Дева. 6 и 7 по 24 часа в сутки можно поливать и плюс давать подкормочки. Но с подкормками сейчас уже надо быть очень внимательными. Почему? Потому что физиологические процессы, солнечный день короче, и эти процессы затухают в растениях. Растения потихонечку многие засыпают, поэтому подкормки просто бесполезны.
Вот эти 2 дня поливаем 6-7, а 8 будьте внимательны. Утром в 6 часов 21 минуту уже начинается чистое время знака Весы. Это знак стихии воздуха. Это то время, когда растения заняты дыханием. Поэтому нельзя в это время поливать. 8 не поливайте уже с утра и не поливайте 9 и 10 утром. А уже 10 утром в 9 часов, вот с этого периода можно начинать уже поливать наши растения. И эти поливы можно проводить до конца 10, 11 и 12 сентября. До 11 часов можете спокойно поливать. Затем будет переход в знак стихии огня Стрелец. И здесь будет в Стрельце Луна находиться 12, 13 и 14 до 14 часов 35 минут. Нейтральный полив, напоминаю, знак стихии огня. Нельзя в это время увлекаться поливами, они бесполезны, но и не вредят растениям. Хотя уже есть у меня интересное наблюдение, что они все-таки нехорошо воздействуют на растения. Но будем дальше наблюдать и буду делиться с вами этой информацией. Зато уже 14 сентября после 14 часов начинается замечательное время. Замечательное время не только для полива, но и для подкормок. Снова же подкормочки постепенно уменьшаем и, естественно, вместе с поливами даем растениям. По-прежнему лучше всего проводить еще по листьям, и там, где тепло, это внекорневая подкормка. Ну а для комнатных цветов, те, которые собираются цвести, им лучше дать полив и водичку, и подкормочки в поддон налить или в тарелочку. И вот эти поливы подкормки можно будет проводить 14, 15 и 16. Будьте внимательны. Вот здесь переход уже в знак стихии воздуха, в знак Водолей, 18-24. Дайте несколько часов, прошу прощения, несколько часов до момента перехода для того, чтобы вода усвоилась в растении, потому что здесь уже происходит процесс, очень сложный процесс перехода каждой клеточки на дыхание. И этот процесс будет длиться с 17 и 18 сентября. Только поздно ночью, но это уже будет поздно. Если кто-то желает, то можно уже к 12 часам ночи можно полить растения, если в этом есть такая необходимость. Ну а лучше уже утром 19, 20 очень хорошо поливать. И 21 утром можно поливать. Потому что дальше следующий знак нейтральный полив. Это знак стихии огня, Овен. И здесь Луна будет находиться 21, 22 и 23 до 15 часов 39 минут. А затем перейдет в прекрасный знак для поливов и для подкормочек, для цветущих растений. Итак, 23 можно уже после 15 часов смело поливать и подкармливать растения. И это можно делать и 24 и 25. Очень удобно вечером хорошо полить растения 25 сентября, потому что 26 в 3 часа 38 минут это ночь. И в это время Луна переходит в знак Близнецы, и это период, когда уже нельзя поливать. Это время уже стихии воздуха 26, 27 и 28 до 16 часов 35 минут. Здесь, конечно, можно уже с 16 часов начинать полив, если есть такая острая необходимость. Но лучше уже после 16, даже после 17 часов, когда Луна уже будет в продуктивном знаке, продуктивная энергия рака будет с 17 часов, можно начинать поливы. И это можно делать и 29, и 30 до конца суток. Вот такой сегодня у нас агрогороскоп поливов растений в сентябре 2021 года. Новая подача, еще будем что-то думать, придумывать для более четкого изображения. Мы учимся, ищем способы что-то новое приобретать, что-то новое создавать. Поэтому ваши отзывы после вчерашнего видео, они очень важны. Мы понимаем, что мы на правильном пути.
Раиса Греченко, Александр Волик желает вам крепкого здоровья и здоровья вашим растениям, которые также живые, тоже у них есть душа. Пусть она будет другая, но это живая душа. И не убивайте их вот этими поливами, которыми увлекаются до сих пор некоторые и цветоводы, и огородники. Что ж, до новых встреч на нашем канале. Всего вам самого-самого доброго.